Ребята, ну именно здесь Кристофер Нолан снимал своего «Темного рыцаря». Ну вот и слон. Оба! И он говорит, денег не надо. С яйцами туго нынче. Мы в Джодхпуре. Отель наш оказался в таком узком переулочке, что такси туда просто не доезжает. Пришлось тащиться с чемоданом. Но зато в отеле оказалось тихо и очень уютно. Построен он из местного красного песчаника, как и многие здания Джодхпура. И неожиданно по атмосфере он нам напомнил Каппадокию. Только там белый туф, а здесь теплый красный камень. Над синим городом возвышается крепость Мехрангарх. С террасы нашего отеля открывается на нее просто потрясающий вид. Открытая канализация. И первым делом мы отправились именно туда. Вот, нарядили козу в штаны. Зачем-то. Намасте. Один из самых интересных и впечатляющих фордов Индии. Эта крепость смотрит на город уже более 500 лет. Ее начали строить в 15 веке и достраивали потом почти 400 лет. Каждый правитель добавлял новые дворцы и внутренние дворики. Ну вот, ребят, представляете, здесь следы от пушечных выстрелов. Прям вот сразу ощущение, что крепость настоящая, что это не просто аттракцион построили для туристов. Местами крепостная стена доходит до 36 метров. Сам форт находится на отвесной скале высотой 122 метра, поэтому крепость считалась очень долго неприступной. Со строительством этой крепости связана одна мрачная легенда. Говорят, чтобы стены стояли вечно и крепость была неприступной, в фундамент замуровали живого человека. Считается, что он добровольно согласился на эту жертву ради будущего города. Такая мощная снаружи крепость, такая неприступная, с огромными высоченными стенами, со следами от пушечных ядер. Вот эта крепость внутри, она становится совершенно другой, утонченной, ажурной. Это просто очень большой контраст между тем, что снаружи, и тем, какая она внутри. Вот в этом замке, в этой крепости самая большая коллекция паланкинов. Это для королевской знати. Я всегда, когда смотрю на вот эти вот сооружения, мне кажется, что это было жутко неудобно. Вот так вот весь телепаешься. И кажется, что проще пойти пешком, чем вот телепаться вот в этой штуке. Смотри, тут даже у павлинов как реалистично сделаны ноги вообще. Там такая резьба тончайшая по дереву. Охранник сидит. Намасте. Конечно же, не обошлось без фотосессии. Оп, народ, давай. Ну вот. Guys, say hi to the guys. Здесь на территории форда прям такой оазис чистоты, тишины.
спокойствие, можно гулять себе спокойно, слушать музыку. Hello. Намасте. После мощных стен крепости мы снова оказываемся в узких шумных улицах. Город гудит, сигналит, спорит, торгуется. После шумного города Джасвантада кажется почти невесомым. Это королевский мемориал, построенный в конце XIX века в память о Махараджи Джохпура. С первого взгляда он выглядит как дворец, но на самом деле это место памяти. У входа снимают обувь и внутрь заходят босиком. Мрамор здесь настолько тонкий, что через него проходит солнце, и внутри все заливается мягким, теплым светом. Это очень редкое явление. Я провожу рукой по стене, и массивный мрамор здесь ощущается удивительно легким. При всей этой торжественности атмосфера тут очень умиротворенная. Отец в тени делает воздушного змея для своего сына. Кто-то приходит сюда просто посидеть, кто-то полюбоваться архитектурой, кто-то сфотографироваться всей семьей. И в этом, наверное, его особенность. Это не музей и не декорация, а живое, очень красивое и по-настоящему тихое место. Но стоит только выйти за стены, и Джохпур снова начинает шуметь. Офигеть вообще. Ну вот и слон. Оба! Ай, ну все, даже слона увидели. Отлично. На улицах можно встретить не только слона, но и целителя, который предлагает средства от всех болезней на свете. Мы добрались до часовой башни. Это один из символов Джохпура наравне с крепостью. Ее построили в конце XIX века, когда город активно модернизировали. Махараджа, который обожал все новое, установил здесь часы. Для того времени это был настоящий знак прогресса. Но самое интересное, вокруг башни время будто идет по-другому. Рынок здесь устроен по секторам. Ткани значит ткани, специи значит специи, латунь, серебро – все в своих кварталах. Говорят, что лучшие специи в Раджастане именно здесь. Мы, конечно, не проверяли, но пахнет очень убедительно. Когда-то сюда приходили караваны и торговцы. И удивительно, что этот уклад почти не меняется уже больше 100 лет. Люди, торговцы, сари все. Опять бешеный кипиш, бешеный гудеж непрерывный. Индия одним словом. Вот ребята, все вот это вот. Hi, guys. Сейчас будем пить масала ти. Считается, что How вот в much таких масала? закопченных кастрюлях самый Okay. лучший Что масала масала? чай. Подается вот он в таких глиняных стаканчиках. Это не обожженная глина. И эти стаканчики одноразовые. Ох, шумно опять. Ход. Мы
шли по городу в поисках десерта мава качоры. Наш чувак позвал, говорит, ребят, заходите, я вообще знаменитый, вы посмотрите мою страницу в Гугле. Мы доверились, он говорит, проходите, усадил нас, приготовил мава качоры эту. У него не было масала чая, он попросил своего друга, тот сбегал, нам принес чай. Поговорили с ним о карме, обо всем, о том, о сём, что насколько часто индийские люди пытаются зарабатывать на туристах. Потому как мы его спросили, сколько он отдал за масалу, он говорит, 20. Я говорю, с нас вчера содрали 40. Белая кожа в 2 раза дороже, как говорится. Это да. В итоге он нас накормил, напоил, побеседовали с ним немного. И он говорит, денег не надо. Такие люди. И кони, и люди, как обычно, кто на телегах, кто на тук-туке, кто на лошади. Что ты ешь? Я не знаю, это как печенье. Такое вкусное, домашнее, воздушное. Очень вкусно. Прям супер. Мы это еще не пробовали. Похоже, как будто бы на какую-то желтую халву. Очень похоже на халву. Сладости в Индии, конечно, супер. Господи, как это вкусно. Положил просто на весы, без всякой бумажки. Мы теперь это после этого всего еще и едим. Да. А это гевар, традиционный десерт Мне Раджастана. почему-то кажется, что это очень вкусно. Интуиция мне подсказывает, что это еда богов. Он получается очень пористым и пропитывается сахарным сиропом, а сверху смазывается сливочным кремом. Это Макханья Ласси, одно из самых известных кафе Джохпура. Здесь подают густой и сладкий ласси вот уже почти 100 лет. Ласси – это холодный напиток из йогурта, взбитого вместе с маслом ки. Это только очень сладкий кефир. И с чем-то еще непонятно. Я думал, это груша, а это все-таки перец. всё-таки перец. Здесь целый перец засунут с картошкой. Очень вкусно. Таким же нас угощал парняга на улице. А сейчас мы пришли в более такое Типа топовое заведение прокачанное с место. десертом. Сладенькое. В сравнении как? Это вкуснее? Одинаково. Если будете в Джохпуре, обязательно заскакивайте. Синие улочки – это то, ради чего мы сюда приехали. Когда я увидела в travel-журнале фото женщины в ярком саре на фоне ярко-синей стены, я захотела увидеть все это своими глазами и сделать собственные кадры. Джохпур называют синим городом. Когда-то в голубой цвет красили свои дома брахманы, высшая каста. Цвет служил своеобразным маркером, по нему можно было понять, что в доме живет семья брахмана. Постепенно традиция вышла за пределы касты. Соседи начали копировать цвет, потому что он оказался практичным для пустынного климата Раджастана. Индиго отражает часть солнечного света, и стены меньше нагреваются. В городе, где летом температура легко доходит до 40, это очень важно. Мы находимся в таком небольшом дворике на несколько, наверное, квартир. Может быть, 1, 2 и там 3. И вот посмотрите, насколько у них чисто. Выметен каждый уголок. К разговору о том, насколько грязно в Индии. У индийцев просто маниакальная потребность в чистоте. Но то, что за пределами этого дворика, конечно, просто поражает воображение. Но все, что касается их жилья, их самих, их дворов, прилегающих территорий, все будет в идеальном состоянии. Но рядом, за забором, то есть это не их территория, и это их не волнует. Этот мир временный, несовершенный, их ждет мокша, и там-то у них будет все идеально. Поэтому за своим они ухаживают, а там другой мир, который сам разберется со своими проблемами. Вот это и есть индийский контраст вообще, когда может быть слишком чисто и слишком грязно, слишком технологично, и тут же будет буйвол тянуть телегу рядом с высокотехнологичным вагоном метро.
Вот так развозят молоко. Вот парняга несет молочко. Намасте? Намасте. Мы нашли яичную лавку. Здесь можно купить любой вид яиц. С яйцами туго нынче. Ну да, тут так же, как в Ришикеше, яиц практически нигде нет. Но Тут мы еще нашли и шоу. яичника. Здесь можно заказать вот все различные виды омлетов, жареные, вареные. Мы возьмем с собой не раскрытые, простые вареные яйца. Восполним дефицит белка на сегодняшний день. How much? 75. Это ступенчатый колодец. Его построили в XVIII веке по приказу королевы. В засушливом Раджастане вода всегда была главным богатством, поэтому такие колодцы делались очень глубокими. Сегодня колодец стал одним из самых фотогеничных мест Джодхпура. Сюда приходят просто посидеть и сделать красивые кадры. Уезжаем из Джодхпура. Уезжаем из синего города, а едем мы в белый город. Город в целом, конечно, однозначно заслуживает внимания. Во-первых, здесь вот это вот одна из самых крутых крепостей Индии. Во-вторых, синий цвет, в который выкрашен исторический центр, вот эти граффити, их Indian style на стенах, ну это все очень необычно, красиво. Конечно, наверное, из всех городов, которые мы посетили, это, может быть, самый грязный город. Но, тем не менее, здесь есть чем восхититься. Если смотреть сквозь этот мусор и его не замечать, здесь однозначно есть на что посмотреть. Мраморный дворец, воздушный, красивый парк вокруг него и сам дворец. Джодхпур 100% достоин вашего внимания, если вы соберетесь в Индию. Вот на таком автобусе мы едем в Удайпур. Лухарибас, Мерседес. Ну, правда, не новенький, я вам скажу. Сейчас пойдем вовнутрь, Билет посмотрим. 500 рупий, ехать 4,5 часа. Обычно ехать 5,5, 6,20. Ну, здесь прям самый ускоренный вариант. Ну, пойдемте посмотрим. Так. Мало мест так. Места мало, и сиденья 5-6, непонятно где. Сиденья 5-6 вообще нет здесь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, нам это очень важно и это очень приятно. Смотрите предыдущие видео про Индию и про остальные города, Китай и так далее.